Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодняшнее утреннее видео о черенках вызвало снова же вопросы, и я сейчас постараюсь вам ответить. И вопросы связаны не только с черенкованием, мы будем делать это в тельце, а вопросы связаны, как обрезать после цветения роз. Ну, естественно, выбирать черенки. Но мы сегодня поговорим о том, что нужно обрезать на розочках, когда они отцвели. В первую очередь нужно знать, что каждая роза – это индивидуальное растение, и индивидуальный подход должен быть к каждому растению. Есть разные розы, есть почвопокровные, есть кустовые, есть парковые, есть вот в данном случае мы стоим возле этой розы, это у нас плетистая роза, но пришлось ее после зимы обрезать так вот низко, но снова она тянется вверх, и здесь совсем другие обрезки, совсем другие подходы. И в каждом возрасте розы тоже самые разные подходы. Ну, давайте рассмотрим. Вот смотрите, у меня здесь вот такой хороший побег, розочки отцвели. Но здесь не все еще отцвели, видите, еще будут бутончики цвести. Это еще тоже нормально. Так как сегодня водолей, я люблю в этом знаке обрезать, и убывающая луна, обрезаем только то, что уже отсыпается и отцвело. Эти мы оставляем. А вот здесь у нас вот интересная ситуация. Здесь практически почти что все отцвело, но вот здесь вот видите, какой большой побег, на котором вот букеты были. Значит, что я делаю здесь? Этот у нас вот так вот побег можно. Здесь еще есть бутончик, видите? Можем оставить. Даже вот это тоже обрезать. Обрезаем вот так вот. Обрезали. А теперь смотрите вниз. Насколько это видно, я сейчас эту веточку, вот побег вот так вот. Смотрите, вот этот у нас еще побежек, у нас еще цветонос есть. Поэтому вот здесь я обрезаю. Вот. Я обрезала полностью, вот он. Видите, он отцвел. И обрезку провела, но буду дальше следующий, когда цветет, вот здесь будет обрезаться розочка. Вот смотрите, вот она. Здесь будет бутон. Здесь еще две веточки, которые цветут. Вот я листья сейчас оборву. Так, вот, кстати, слепой побег, я его тоже обрезаю. Это после триходермина у нас. Так хорошо сработал триходермин. Были какие-то очаги. И сейчас обрежу, чтобы видно было. Смотрите, вот у нас заканчиваются вот эти веточки. И здесь вот у нас первый был листик. Здесь был у нас слепой побег. Можно вот оставить, я ищу, чтобы был, вот веточка пойдет сюда. То есть будет формироваться новый побег. Почему я так в этом году обрезаю коротко? Дело в том, что у нас сейчас лето будет жаркое и короткое сравнительно. Поэтому вот этот побег, по опыту прошлого года, уже осенью не будет такой теплой, что в ноябре месяце у нас цвели розы. Поэтому даю возможность, чтобы подольше вот набирался вот этот побежек. Видите, вот будет. Вот она, почечка. С этой почечки пойдет веточка. И целый побег снова же будет вот такой, много будет. Целый букет из букетов. Вот. И я думаю, что как раз до конца августа они все перецветут и не будет проблем. А у нас в прошлом году были проблемы из-за того, что мы оставили. Большие я побеги оставила. И они цвели. 4 обрезки почти было. Вот последнее уже в зиму я и обрезала, но очень это опасное дело обрезки, потом зимой они не вызревают зиму, и потом морозы в январе, и много роз, просто-напросто их побеги не созрели, даже при обработке, и они погибли, пришлось их обрезать. Так, это у нас, вот этот мы срезали тоже, ну ничего, я водичку положу, это, кстати, очень хороший побежек для черенкования, но сегодня нельзя водолея черенковать, бесполезно, это только потрачу время. Это вот в землю его сейчас, или в воду потом положим. Итак, вот этот куст, смотрите, я его полностью убираю, когда перецветают. Эти еще будут цвести, этот красивый у нас. Вот, то же самое здесь, смотрите, очень четко. Здесь у нас, вот, смотрите, как здесь получается нужно обрезать. Я обрезаю только вот, а эти оставляю. Только один, тот, который перецвел. Дальше вот здесь. Смотрим, что у нас здесь происходит. Откуда она идет. А вот оно откуда идет.
Вот. Уже надо посмотреть. Внизу, видите, откуда ветки идут. Их много тут. И нужно будет... Я сейчас... Эти у меня еще цветут. Вот этот цветет. А эти уже перецвели. Полностью уже завершились цвести. Еще вот это тоже, видите, не... Вот они еще живые. Вот. Здесь один только бутончик, но он не имеет значения. Я его в вазочку занесу. А эти все остальные, видите, они уже перецвели. И смысл их оставлять нельзя. Нету никакого смысла. Поэтому я вот смотрите, где режу. Сейчас обрезаю вот эту ветку, этот побег, который... Вот. Смотрите, сколько здесь у нас. Видите? Сколько здесь много букетиков было. Так, вот эти мы обрезаем. И на стол. Вот так вот. В вазу. Это в вазу пойдет. Вот. Получается, что вот эта особенность этой розы, вот она, букеты цветут, и нужно обрезать, если это есть возможность. Но у нас была растущая луна, дожди, полнолуние. И, естественно, в эти знаки и в этот период лучше не обрезать растения. Поэтому я не обрезала. А вот сейчас уже время хорошее. Вот обрезаю вот таким образом. Здесь тоже произойдет отцветение. Когда закончится цветение, вот там снизу, ниже я обрежу и оставлю почку, которая будет вот и сюда идти, чтобы не загущался куст. Ну и смотрите, у нас тоже сверху, да, вот, уже давно высохло. Здесь у нас что? Здесь маленькая веточка. Ну, можно тоже вот таким образом оставить. Здесь тоже, смотрите, отцвел цветочек, раз, и обрезали. Отцвел и обрезали. Здесь у нас вот ситуация мне не очень нравится. Мы его уберем, потому что это из старых, из тех зимних у нас побегов, что выбралось. Они, вы видите, уже все перецвели. Они только тянут на себя питательные вещества. Нам не нужен шиповник. Вот. И то же самое здесь. Потому что я хочу оставить... Так, что у нас тут? В общем, каждое растение это индивидуально строго подход. Так, можно вот оставить здесь. Здесь у меня актинидия. Ой. Актинидия решила забраться на розочку. Так, вот таким образом мы сейчас разберемся. Хорошо. Так, потом мы разберемся, мы пустим ее наверх, актинидию. Смотрите, уже у нас что получается? Просвещается. Вот этот букет будет цвести. Здесь смотрите. Просто мы сегодня посмотрим, как мы обрезаем вот один из кустов, который вот у нас здесь называется она, эта роза у нас плетистая. Вот, смотрите. Обрезаю только вот этот. Здесь то же самое. Вот. Здесь перецвела. Дадим силы вот этим, которые новые. Вот этот молодой побег, он поднимется. А поэтому я вот эти старые сейчас убираю. Старые не нужны. Вот так. Актинидию подвяжем. Так, теперь смотрите дальше. Вот как работает триходермин. Мне очень нравится. Как он останавливает все процессы. Очень хорошо сработало. Так. Здесь то же самое. Но вот смотрите, очень интересно. Это нужно всю веточку обрезать. Смотрите, если вдруг больное растение, ветка, допустим, да, был град. Вот, сейчас я ее вытяну. Вот. Был град, и, видимо, попало, сильно нагрелось, жарко. И вот поранило растение. Эту веточку мы тоже выбрасываем. Сейчас вы увидите, что останется с этого растения. Смотрите, идемте дальше. А дальше у нас ситуация такая. Вот здесь у нас тоже серединка. Эти остаются. Этот хорошенький тоже. Смотрите, сколько еще будет цвести. Серединку оставляю. О, какая красота, да? Вот, тоже. Начинается цветение всегда с середины букета. Тоже обрезаем. А вот здесь уже все перецвели. Здесь все перецвели. Смотрите, я оставлю вот... Сколько тут у нас получается? 1, 2, 3. Вот достаточно. Чуть-чуть угол берем. Видите, чуть-чуть оставляю. Все время здесь пойдет побег. И будут очень хорошие розочки. Рядышком у нас это молодые побеги. Тоже букеты будут цвести. А вот вверх нужно обрезать. Вот так вот. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. А у нас тут остался
А смотрите, тоже интересно, да? Этот мы обрезаем. Вот средние начинают зацветать, а потом, так, здесь мы тоже среднюю срезаем. Видели, какой некрасивый был букетик, да? А сейчас как красиво будет смотреться это. Видите, веточка? Зацветет, снова будет очень красиво. Дальше вот этот тоже. Видите? Цветет, но я думаю, что вот этот уже осыпется. И оставим вот эти. О, красота. Нет, еще и этот уберу. Ой, какой красивый цвет, насыщенный. У нас вверху остается, смотрите. Вверху. Так, здесь мы можем оставить. Ой. Так. Вот так можно. Вот смотрите. После вот этого букета, раз, два, можно вот, так как я сразу и ножницами взяла, и в серединку будет вот маленький угол, не острый, обрезали и оставили вот сантиметр выше вот этой пазухи листьев. Там будет тоже побег. Вот здесь, конечно, у нас, смотрите, можно было бы оставить, да, срезать все, вот, допустим, вот так, и оставить вот этот один цветочек. Но так как вся ветка будет страдать, там на шиповнику идут всякие питательные, все нужные питательные вещества, поэтому я ее, эту розочку, отправляю в вазу. Это будет для красоты у нас на столе. Они, кстати, пахнут очень хорошо. Вот теперь в конечном итоге, смотрите здесь, что у нас получается. У нас получается этот куст еще не весь. Я сейчас его полностью уже обрежу. Смотрите. После букетика 1, 2, 3. И вот эту оставляю, чтобы сюда шел побег сантиметр, чуть-чуть под углом. Почему? Потому что если дождь идет, чтобы стекала водичка, тоже сюда. Так, а вот эту ветку придется обрезать побольше. Она поломалась. Видимо, сильный ветер был. Так, что у нас? Смотрите, здесь очень хорошо все. Здесь мы не трогаем. А вот эта веточка уже перецвела. Тоже от верха можно вот так оставить. Как раз будет побег вот так в ту сторону, и будет хорошо, красиво смотреться эта розочка. Дальше вот здесь у нас, смотрите, здесь тоже очень интересно. Можно еще оставить вот это. Ой, побег. Так, один. Вот смотрите, что у нас происходит. У нас вот такая ситуация. Можно вот этот один оставить пока, а потом мы обрежем. О, смотрите. И розочка, здесь остается цветок. Она сильно маленькая, я ее не возьму. А вот это все у нас уже отцвело. Уже мы все это выбрасываем. И обрезаем сразу же листики, которые у нас были больные. Триходермин их обезопасил. Ой, колючие, надо нужно эти перчатки одевать. Так, ну сейчас пройдем еще с той стороны, посмотрим на этот куст. Ну вот с этой стороны, смотрите, куст сейчас без этих отцвевших цветочков. Хорошо, красиво смотрится. Мы создали условия для того, чтобы все остальные розочки цвели хорошо и продолжали цвести, и формируются побеги очень красивые. И вот с этой стороны еще этот же куст, побегов очень много. Те, которые отцветут, у нас есть старые, мы будем убирать. Вот. А сейчас еще, смотрите, вот у нас тоже из старых, это у нас нормальные, это у нас все с весны. То же самое здесь мы убираем. Да, я уберу, вот смотрите, чтобы видно было, обрежу. Убираю здесь под углом, вот так вот. Почему? Потому что я здесь буду, отцветут скоро вот эти, и остальные побеги. Вот, букетные я здесь буду убирать, обрезать полностью все. Здесь мы разобрались, идем дальше. Так, здесь у нас еще цветущие, но вот это уже некрасивые. Поэтому я этот обрезаю сразу. Можно и этот, кстати, уже сыпется. О, здесь это оставляем. И снова же букет. И в букете серединка уже вот так вот. Мы ее обрезаем. То же самое здесь у нас. Да, букетик. Вот, смотрите, новенький букет будет. Мы его тоже серединку уже обрезаем. Вот, мы его обрезали. И дальше, вот смотрите, то же самое. В середине букета у нас уже цвела розочка. И так вот здесь все мы. Я здесь середина. Смотрите, как видно хорошо, да? Вот она,
засыхает и формируется шиповник. Нам шиповник не нужен. Еще нам урожай шиповника не надо. И смотрите, здесь тоже очень должен быть индивидуальный подход. Здесь побеги, которые еще не расцветали. Ну, уже перецвел один. Убираем. Здесь тоже, смотрите, здесь у нас этот перецвел. Убираем. Здесь серединка, да? Вот. Смотрите, остаются какие красивые бутоны. Так, здесь даже, смотрите, можно этот весь обрезать ниже. Вот, мы его убрали. Вот так. И серединка тоже перецвела. Вот. Смотрите, как красиво, чистенько получается. Остается у нас вот здесь серединку. Вот таким образом. Эти еще пусть цветут. Когда они отцветут, допустим, завтра, послезавтра, у меня еще... Нет, у нас в Водолее еще завтра день хороший для обрезки. Я могу завтра еще пройтись, ножницами все это обрезать. Ну, вот такая вот картина. Сейчас смотрите, какой куст этот. Давайте с этой стороны все посмотрим. И посмотрите, что делается у нас на земле после этой обрезки. Сделай кадры, Александр Федорович, сейчас сделаю, смотри, это, вот эта часть, видите, уже отцвело, и это только, во-первых, здесь уже болезни будут развиваться, во-вторых, на шиповник идут питательные вещества, мы их убрали, и у нас, смотрите, как заиграл этот кустик, как красиво, вот это все теперь цветет, яркие краски, и как это все смотрится хорошо. И кустик молодые побеги выпускает. И там, где уже побеги мы обрезали, да, для того, чтобы они формировали новые, они тоже уже будут все питательные вещества именно на новые отправлять, и все будет очень хорошо, все будет замечательно для розочки. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик показали, как мы формируем после тяжелой зимовки 2020 года, когда была, вообще-то была засуха, ни одного дождя, мы их поливали, и затем в зиму они цвели. И только в январе уже начался мороз, и вот это много побегов, но вот таким образом нам пришлось обрезать его основательно, этот куст. И сейчас вот этот куст восстанавливает все свои силы и радует снова же этими прекрасными оранжевыми, желтыми цветами своих розочек. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале. Задавайте вопросы, тоже будем отвечать. Пока-пока.